Здравствуйте, с вами Наталья Короткова, практический психолог, гештальт-терапевт. Сегодня мы поговорим о газлайтинге. Эта тема большая и глубокая, поэтому я ее разделила на 3 видео. Газлайтинг – это форма психологического насилия, при которой манипулятор отрицает факты, которые произошли. Он заставляет жертву сомневаться в своих воспоминаниях и изменяет ее восприятие реальности. Газлайтинг в подавляющем большинстве случаев начинается в значимых отношениях. В психологии есть понятие референтные отношения. Референтность – это отношение значимости, связывающее субъекта с другим человеком или группой лиц. Значимые отношения возникают между супругами, между родителем и ребенком, между коллегами, между начальником и подчиненным, между подругами и друзьями. При этом газлайтинг может быть преднамеренным или нет, постоянным или эпизодическим. У газлайтинга нет гендера. Термин стали использовать в середине 20 века. Своим появлением он обязан фильму 1944 года «Газовый свет». Интересный фильм в жанре триллер. Там есть интрига, посмотрите, кто любит такой жанр. Не буду пересказывать сюжет. Переходим к признакам газлайтинга. Газлайтинг можно отследить. Для этого нужно прежде всего внимательно прислушаться к собственным ощущениям. Вот список симптомов, которые могут сигнализировать о том, что вы вступили в отношения с газлайтером. Вы думаете, что делаете все неправильно. Вы отодвигаете свои желания на второй план. Вы чувствуете тревогу и неуверенность в себе. Вы всегда вините себя, если что-то идет не так. Со временем вы с трудом принимаете даже простые решения. Вы подозреваете себя в излишней чувствительности и неадекватности. Вы перестали получать удовольствие от любимых занятий, от жизни. Вы считаете, что раньше были увереннее и жизнерадостнее, а сейчас погрузились в тоску, раздражение, апатию. Причем вы не понимаете, почему постепенно жизнь потеряла краски, стала серой. Какие тактики использует газлайтер? Чтобы ввести жертву в заблуждение, повлиять на ее восприятие реальности, газлайтер использует множество тактик. Речь идет о методичном промывании мозга жертвы. В итоге, спустя какое-то время, жертва становится эмоционально зависима от агрессора, его настроения, его мнения, поведения. Вот 6 наиболее распространенных стратегий газлайтинга. Понаблюдайте за собой и близкими. Возможно, вы сможете распознать газлайтинг, в котором вы жили или живете. Первая тактика – отрицание фактов. Газлайтеры любят заниматься переписыванием истории. Чтобы заставить человека усомниться в собственной памяти, они искажают факты и изменяют детали событий. Манипулятор может категорически отрицать, что говорил или делал что-либо. Вместо этого он станет обвинять жертву во лжи. «Зачем ты сочиняешь? Такого никогда не было». Газлайтеры бывают настолько убедительны, что люди действительно начинают верить в их версию событий. Например, родитель может говорить выросшему ребенку: «Я тебя не бил, не сочиняй, так просто пару раз дал подзатыльник». Начальник может сказать подчиненному: «Я вам не давал этого задания». Или: «Вы опять сделали не то, сколько можно быть таким невнимательным? Вы точно думаете о работе на рабочем месте?» Хотя вы точно знаете, что он давал вам это задание. Вторая тактика – злые шутки. В роли газлайтера обычно выступает человек из близкого окружения. Именно такие люди оказывают на нас наибольшее влияние. Они знают о наших уязвимых местах, слабостях, переживаниях, а значит, при желании могут легко использовать эти знания во вред. Например, газлайтеры часто отпускают в адрес жертвы едкие и грубые шутки, делают неуместные замечания или дают обидные прозвища. Все это маскируется под дружеское подтрунивание, тогда как на самом деле задача манипулятора – ранить и унизить. Например, муж говорит жене: «Неумеха ты моя». Или жена мужу: «Что бы ты без меня делал, без руки? Умер бы с голоду». Или подруга говорит: «Ты заболела? Ой, ты просто не накрасилась». Третья тактика – обесценивание эмоций. Газлайтеры часто обесценивают и игнорируют чувства других людей. Если вы обиделись на его шутку, будьте готовы услышать: «Ты слишком чувствительна, не раздувай из мухи слона». Если вы скажете, что вам плохо, он ответит: «Лучше займись чем-нибудь полезным». Или: «У тебя что, опять ПМС?» Манипулятор игнорирует душевное состояние жертвы. Со временем человек начинает считать, что все его эмоции и реакции неправильные.
и перестает доверять своим чувствам. Четвертая тактика – подчеркивание неадекватности восприятия. Время от времени каждому человеку требуется сверять часы с другими людьми. Мы ищем доказательства точности нашего восприятия реальности и адекватности и обмениваемся мнениями. Газлайтер, наоборот, старается убедить жертву в том, что ее реакция на происходящее событие ненормальна. Он может говорить: «В последнее время ты очень странная, ты неадекватно реагируешь, с тобой точно все в порядке, тебе явно нужна помощь». Все это приводит к появлению у жертвы сомнений, чувства вины и беспомощности. Именно такого эффекта и добивается манипулятор. Пятая тактика – перекладывание ответственности. Газлайтер ни при каких условиях не признает факт манипулирования. Вместо этого он будет искать виноватых вокруг себя и всегда придумает объяснение своим поступкам. Его спровоцировали, вынудили или подставили. Так называемый экстернальный локус контроля. Типичный пример реакции. «Я не хотел ничего плохого, ты меня сама вывела». При таком способе психологического насилия манипулятор часто проецирует свою тень на других. Тень – это вытесненные желания, поведение, которое он считает табуированным или не может открыто реализовать. Он обвиняет жертву в поведении, которое свойственно ему самому. Эмоционального человека газлайтер может назвать неуравновешенным, истеричкой. Жизнерадостного человека обвинить во флирте направо и налево. Искреннего человека он может назвать наивным, глупеньким. Шестая тактика – агрессия и враждебность. Газлайтер всегда находится в наступлении. Его любимый способ защиты – нападение. Например, если заподозрить такого человека в измене, он обвинит вас в патологической ревности, низкой самооценке и неуверенности в себе. А если предъявить ему доказательства, он станет агрессивным и уйдет в отказ. Когда успокоишься, пройдет твоя паранойя, тогда и поговорим. Газлайтер не способен обсуждать проблемы конструктивно. Седьмая тактика. Газлайтер стремится принизить успехи и достижения своей жертвы. Фразы-маркеры. В твои годы я уже давно это умел. Ничего особенного. Все так могут. А ты попробуй сделать быстрее, качественнее, лучше и так до бесконечности. Пример из семейных отношений. Жену повысили по карьерной лестнице. Она с гордостью сообщает об этом мужу. Ответ мужа: «Ну, понятно, тебя повысили, потому что твой босс давно положил на тебя глаз. Ты б еще покороче юбку одевала на работу». Пример из детско-родительских отношений. Ребенок получает 4 по химии, предмету, который дается ему с большим трудом. После школы он спешит домой, чтобы порадовать родителей. Он с гордостью показывает дневник отцу, а в ответ слышит: «Ну и что? Чему ты так радуешься? Тоже мне великое достижение. Вот у меня в твои годы вообще одни 5 были». Задача газлайтера заставить жертву чувствовать себя неполноценной и принизить ее достижения во внешнем мире. Чем опасен газлайтинг? Жертва газлайтинга перестает доверять своим ощущениям. Со временем из-за действия манипулятора жертва может всерьез начать думать, что страдает психическим расстройством. Также развивается повышенная тревожность, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. Формируется созависимость, невозможность принять самостоятельные решения без советов с газлайтером. Плюс обычно у жертв газлайтинга очень сильно снижается самооценка. Сложно быть хорошего мнения о себе, когда вам постоянно доказывают, что такого не было, или нельзя чувствовать то, что вы чувствуете, что все это глупости и выдумки. Со временем начинаешь ощущать себя точно какой-то не такой. Как бороться с газлайтингом? Психологическое давление может длиться годами, прежде чем жертва поймет, что происходит. Поэтому первое и самое важное – доверяйте своим чувствам. Чаще прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вы расстроены, значит так и есть. Никто не должен убеждать вас в обратном. Помните, что вы знаете себя гораздо лучше других, а ваши суждения о себе намного точнее, чем мнение газлайтера. Во время споров не пытайтесь переубедить его, это бессмысленно. Будьте непоколебимы, придерживайтесь собственной версии событий и фактов. Главное при общении с ним – уверенный тон и решительный настрой. Второе. Важно четко осознавать свои физические и эмоциональные границы. Вам необходимо принимать и понимать, что лично для вас приемлемо, а что нет.
Если человек хорошо разбирается в своих эмоциях, знает, какие у него жизненные ценности и к чему он стремится, то обесценить его слова и подвергнуть сомнению его восприятие реальности будет крайне сложно. Например, газлайтер может предложить вам покурить травку, приведя аргументы, что она делает мозги гибкими и что на Востоке все курили травку, поэтому есть понятие «восточная мудрость». Или мужчина может выставить вас женщиной с устаревшими нормами, чтобы склонить вас к неприемлемому для вас сексуальному поведению. Смело отказывайтесь от того, что вам неприятно и не подходит. Настаивайте на своем. Держите границы. Третье. Не позволяйте себя обвинять. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, не прибегая к оправдательным интонациям. Твердо и уверенно. Когда в следующий раз газлайтер начнет искажать факты и пытаться заставить вас сомневаться в вашей адекватности, прямо сообщите ему, что это его мнение, а у вас есть свое. Четко объясните свое поведение и чувства и скажите, что в дальнейшем не будете терпеть такое поведение в отношении вас. Говорите о своих чувствах открыто и спокойно. Например, «Меня огорчает тот факт, что ты меня не слышишь, и раздражает тот факт, что ты пытаешься выставить меня сумасшедшей. Это неуважительно с твоей стороны. Раз. И все равно бесполезно. Два». Четвертое. Не старайтесь перевоспитать газлайтера. Это невозможно. Манипуляторы были всегда. Природа патологии их психики вне вашего контроля. Вы не способны вылечить его. Но у людей с комплексом спасателя появляется иногда страшное человеческое чувство, чувство ложной надежды, что человек исправится, что на самом деле он искренний, что все когда-то изменится. Нет, к сожалению, это не меняется никогда. И возможно только при условии долгосрочной работы в терапии над собой по своей инициативе. Но маловероятно, что газлайтер захочет заниматься собой. Мне по-человечески понятно, что вам становится жаль своих эмоциональных инвестиций в отношения. Именно поэтому появляется чувство ложной надежды и желание исправить отношения. Но вы никогда не сможете переделать другого человека. Пятое. Часто газлайтер при уверенном противодействии сам оставляет партнера, обвинив его во всех грехах. Но не потому, что спасовал или из стыда. Нет. А зачастую в жестоком расчете и желании найти новые жертвы для своих изощренных игр, более удобные. На сегодня это все. Далее будут продолжения этой темы в частях видео 2 и 3, где я буду показывать вам терапевтические техники работы над собой. И вы также можете попробовать сделать их и отследить свое самочувствие. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была психолог, гештальт-терапевт Наталья Короткова.